Приветствую вас на канале Техревизор. Этот рейтинг состоит из 5 лучших процессоров, стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей. Эдакий бюджетный сегмент на реале 2024 года. И я отобрал самые производительные процессоры, что есть за эту цену. Найдутся варианты как в простые сборки для офисной работы или повседневного использования, так и в сборке для гейминга. На минимальных настройках, но все-таки гейминга. Ну, либо для какой-нибудь работы в тяжелых программах типа монтажников, графических дизайнеров, 3D-моделистов и так далее. Конечно, для таких задач такие процы буквально минимум, но для начального уровня специалиста этого будет достаточно, так как я учитывал еще возможности разгона частот, чтобы выйти на повышенную производительность. В общем, давайте я начну представлять вам участников рейтинга, а вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Открывает рейтинг Intel Core i5-10400F. На самом деле радует сам факт i5 в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, да еще и не какого-нибудь древнего, а все-таки более-менее незабытого 10-го поколения. Устанавливается он на сокет LGA 1200, тоже как бы не самая старая платформа, и вся прелесть этого i5 в том, что внутри у него 6 ядер и 12 потоков. То есть мы начинаем даже не с дохлых 4, а с вполне бодрой шестерки, тактовая частота которых в минимуме 2,9 ГГц, в максимуме 4,3 ГГц. А это уже говорит о серьезности проца. Жаль только, что построено это все на уже староватой 14-нанометровой базе. Но ничего, это можно хотя бы частично компенсировать увеличенным объемом кэш-памяти. Для первого уровня здесь выделено 384 килобайта, для второго 1,5 мегабайта, для третьего 12 мегабайт. Тоже солидные цифры для пятого места. При этом радует и ТДП, потребление мощности. Этот показатель на уровне стандартных 65 Вт, которая может кормить даже самый базовый блок питания. Ну а теперь давайте вкратце расскажу, на что способен этот проц в цифрах. В бенчмарке по SMARC он набрал 13к баллов. Для наглядности i9 13900K набирает 60к. В Geekbench в мультикоре i5 набрал 6к баллов против 20к от i9. Cinebench показал разницу между ними всего в 2 раза. Но на деле, конечно, это вообще не говорит о том, что i5 слабее i9 в 2 раза. И если говорить о каких-то играх, то не вдаваясь в подробности, скажу так. Far Cry можно получить в районе 80 FPS, в колде Батле 5 около 120, в Hitman соточку. Все это на стоковых частотах, Full HD разрешении и средних настройках. Как по мне, очень достойно. Четвертое место занимает Intel Core i3-12100F. Если тот проц показался вам старым, то этот более современный вариант на последней платформе LGA 1700. Если вы все-таки хотите собрать какой-то минимум для легкой работы и игр на длинную дистанцию, то лучше рассмотреть i3-12100. Простой 8-поточный 4-ядерник. Да, не 6 ядер, как у прошлого i5, но ключевое преимущество тут за более современной 10-нанометровой базой. Хотя бы по этой причине процессор будет работать быстрее. И это даже несмотря на тактовую частоту. Минимум который составляет 3,3 ГГц, а максимум 4,3 ГГц. Жалко только, что подразогнать нельзя. Но уточню, что и на такой случай я подобрал процы, о них немного позже. Также в этот процессор не встроено графическое ядро. Об этом говорит индекс F. Но в этом плане вы в выигрыше только если у вас есть видюха, так не придется переплачивать. Ну а если нет, то можете взять этот же проц только без индекса F. Просто i3-12100. У него, правда, кэш-памяти немного поменьше, но это не кардинально повлияет на производительность, поэтому париться не о чем. Кстати, а что у 12100F по производительности? Если смотреть на результат бенчмарков, то в Geekbench i3-12100 оторвался от i5-10400F на 8% при загрузке на все ядра. В пасмарке и Cinebench R15 он вышел вперед буквально на несколько процентов. То есть, как видите, отрыв не то чтобы капитальный. Хотя и i5-10400F 6-ядерник, поэтому для 4-ядерного i3 это очень приличный результат. Плюс он собран на более современной платформе, поэтому, если говорить о долгой перспективе, то i3 явно вырывается вперед. Тройку лучших открывает AMD Ryzen 5 4500.
Ну и вот настал час AMD клуба. И вот как раз он больше про производительность здесь и сейчас. Выжать все соки из процессора в ближайшие годы, чтобы потом сразу обновиться до какой-нибудь более солидной линейки. И что примечательно, это самый дешевый проц из всей подборки. Он в среднем процентов на 20 дешевле стоит. Сокет AM4. Да, не самый новый, на 7-нанометровой базе. И тем не менее, скажу сразу, в бенчмарках и играх этот R5 4500 выигрывает у прошлого i3 12100F. Нет, не благодаря размеру транзистора, хотя свою роль он тоже сыграл. В пасмарке и гигбенче разница составляет в среднем до 25%. В играх этот проц тоже нехило раздает. При сетапе, который никак не ограничивает возможности процессора, в Battlefield 2042 на ультра-графике получилось вытянуть стабильные 60 FPS в среднем. Та же ситуация и в Far Cry. А вот в колде получилось дотянуться до 100 на высоких. Так что в стоке этот проц способен на многое. И я правильно отметил, в стоке, так как AMD не скупится и без проблем предоставляет нам разблокированный множитель для разгона частот. Они тут и без того на приличном уровне, от 3,6 ГГц до 4,1. Но всегда можно получить больше при желании, и это при 6 ядрах и 12 потоках. Так что с прошлым i3 этот R5 некорректно сравнивать. Он все-таки больше подойдет для энтузиастов и любителей получить максимум за свои деньги. А если просто воткнуть и ничем не заниматься, то кардинальной разницы и не получится. Но в случае разгона поднимаются и температуры, и ТДП, которая здесь, кстати, на хорошем уровне, 65 Вт. Поэтому не забывайте учитывать еще и этот момент. Второе место рейтинга уже за AMD Ryzen 5 5500. Он на несколько тысяч рублей дороже прошлого, но он подойдет уже под более серьезные задачи. Можно даже в игры на средневысоких настройках Full HD играть, но об этом позже. Процессор устанавливается в тот же AM4 сокет. Техпроцесс 7 нанометров, имеет те же 6 ядер и 12 потоков. Тактовая частота в турбобусте доходит до 4,2 ГГц. И это даже без разгона. А эта Рязань гонится так же отлично, как и прошлое. Поэтому многое в ваших руках. При этом величина отвода тепла ни капли не изменилась. Те же 65 Вт. Опять же, без учета разгона. Еще немного прибавилось кэш-памяти относительно прошлого Ryzen 5 4500. Второй и третий уровень пожирнее получились. Хотя, вот так если посмотреть, не скажу, что оба этих Ryzen чем-то капитально друг от друга отличаются. Но, тем не менее, в стоке что в синтетических тестах, что в игровых есть прирост, который стоит пары тысяч рублей. Geekbench показал производительности на 24% больше в тесте при нагрузке что на одно ядро, что на все. В пасмарке 20%. Все бенчмарки перечислять нет смысла, так как везде разница между 4500 и 5500 достигает около 20%, поэтому лучше уделю время играм. В пятой батле на высоких настройках графики с 32 гигабайтами АЗУ и видеокартой RX 6950 XT удалось выжать в среднем 180 FPS. С тем же раскладом в Киберпанке получилось 110 кадров, а в Forza Horizon 5 200, ну и в F1 244. Как видите, процесс с играми хорошо справится и с работой в тяжелых прогах. И это при стоковых-то частотах. В общем, Ryzen 5 5500 реально производительный процессор даже в бюджетной подборке. Ну а первое место рейтинга я решил отдать Intel Core i5 10600KF. Немного спорный процессор. Из спорного. Старая 14-нанометровая платформа. На сокет LGA 1200 гнать не буду, но эти 14 нанометров, когда только что разговор был о 7, немного удручают. И тем не менее, те же 6 ядер, 12 потоков. Примечательно базовая частота, которая начинается с 4,1 ГГц и доходит до 4,8. Для стока это реально прилично. Но еще важный момент. Буква K на конце. Что такое буква F, я напомнил. А вот буква K означает, что процессор легко доступен для разгона. То есть 4,8 ГГц вообще не предел, который может быть достигнут в этом процессоре. Но тут еще важно учесть потребление энергии, которое находится на уровне 125 Вт в стоке, что уже немало. А немного подразогнав, получится еще больше. Хотя не уверен, что много кто будет разгонять этот проц. Это и время затратно, и рискованно. В общем, новичкам лучше в это не лезть, а просто выжать все из того, что есть.
Докупить приличную видеокарту, докупить оперативы, поставить SSD. В общем, что-нибудь такое. А так вы и без того получаете приличные показатели, что в бенчмарках, что в играх. Провели тест на стоковых частотах при сетапе, который никак не ограничивает мощность проца. В Battlefield 5 получили стабильное 120 FPS на Full HD разрешении и высоких настройках графики. В колде Modern Warfare аналогично. Far Cry в районе 90 FPS. Hitman 2 около 110 кадров. В общем, проц мощный, проц горячий. Как и другие в этом рейтинге, он подойдет под игры на хороших настройках графики и под работу в серьезных программах на базовом уровне. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.